Шалом, миряне, привет, народ, с вами снова Женя. Сегодня интересное видео на тему нелегальной работы в Израиле. Погнали! Значит, смотрите, дорогие мои друзья, товарищи, подписчики. Это видео, как вы понимаете, я снимаю не просто так. Ко мне сегодня обратился один из моих подписчиков и попросился поговорить с ним, попросился переписываться по WhatsApp. Я обычно, когда есть личные вопросы, бесплатно, всегда, естественно, даю мой номер телефона, после того, что понимаю, что человек адекватный. Обычно я смотрю или в Одноклассниках, или по Фейсбуку, и тогда с радостью даю телефон. Если есть какие-то вопросы, ко мне могут обратиться, я могу что-то там посоветовать, туда-сюда. И говорит: слушай, Женек, вот на работу меня в Израиль позвали на стройках работать. Окей, ты еврей? Он говорит: нет, ну вот мне все уже делают, бумаги делают. Я говорю: стой, какие бумаги? Братка, подожди, стопэ. Какие бумаги? Говорит: смотри, вот мне будут платить $2000 в месяц, и включая жилье, питание, там, подвозки, туда-сюда. Говорю: хорошо, а как ты будешь работать? Как ты сюда приедешь? Ты же не еврей, кто тебе даст рабочую визу? Там они все делают. Я говорю: стой, контракт тебе дали? Нет, сказали потом. Я говорю: стой, подожди, что значит контракт потом? Евреи так не работают, чтобы вы знали. Всегда надо посмотреть на контракт. Контракта нет. Я говорю: хорошо, как называется компания? Мне не сказали. Хорошо. В конце концов он выяснил, как называется компания, прислать мне сообщение на иврите, и тут я чуть не упал со стула. На иврите написано Коах Адам. Ну, грубо говоря, агентство по найму. Называется компания агентство по найму. Нет такого. Всегда у каждого агентства по найму есть имя. И тут он мне говорит такую вещь. Вот нужно им платить $2000 для того, чтобы они оформили мне рабочую визу. Я говорю: стой. Что значит рабочую визу? Знаешь что, хочешь проверить, если это лохотрон или нет, спроси у них, через сколько ты начнешь работать. Почему это делается? Всегда, когда оформляется рабочая виза, и неважно как бы, через адвоката, без адвоката, она рассматривается в течение 90 дней. То бишь, я сейчас не хочу говорить о том, что полагается эта виза вам или не полагается рабочая, B1. Это занимает 90 дней. И тут я говорю: спроси-ка у той компании, переписывался с представительством, через сколько после приезда ты будешь работать. Ему говорят: вот ты приезжаешь и через неделю начинаешь работать, вначале по туристической визе, а потом мы тебе делаем рабочую визу. Как бы это кидалово полное, потому что нет такого понятия. Занимает 90 дней. Он должен платить $2000 на всю эту катавасию. Плюс адвокату еще отдельно там $200 или $400. Что, ребята, что это получится? Вы приедете сюда как туристы, а когда ты турист, работать нельзя. Не дай бог тебя ловят, это депортация, и Израиль ты больше не увидишь. Все, кто хочет приехать в Израиль как туристы и поработать, задумайтесь дважды. Если у вас тут есть родственники дальние или там друзья, если вы хотите их видеть, не надо этого делать. Если вас ловят и депортируют, все. Финиту ля комедия, и в Израиль вас больше не пустят. Я понимаю, что и у вас, и у меня есть некий круг общения знакомых, которые в Израиле нелегально ни один год их не ловят. Да. Ну, при мне, я лично видел, как одну мою тоже такую знакомую, просто шли по улице, она была на другой стороне дороги, ее остановили, под ручки в машину и давай. И депортировали. Сказали покинуть страну в течение 48 часов, я не помню точно. Депортация, все, в Израиль она больше не приедет. Поэтому думайте дважды перед тем, вам надо это или нет. Если у вас нечего терять, вы больше не хотите ехать в Израиль, приезжайте как туристы, вы имеете право в год быть здесь, в Израиле, как турист 90 дней в году. Дам пример, сколько сегодня получает, я узнавал, строитель на стройке, да, вот рабочий день строителя примерно 400-500 шекелей в день. Работяга получает на стройке. Это примерно $120, что-то такое, не надо как бы сейчас придираться к суммам, но больше, чем $100 в день. Я понимаю, что для многих из вас это деньги,
Не то, что для меня это деньги, это тоже это деньги, да, примерно получается где-то 8 тысяч шекелей в месяц, если работать 5 дней в неделю. Это деньги, это зарплата, на которой можно жить, да. Но еще раз учтите, это деньги, которые чистые, и они обычно не для туристов, которые работают, это деньги, которые не облагаются налогом. Да, но все-таки подумайте дважды перед тем, что ехать, и не надо давать себя в просак. Если вдруг у вас есть какая-то такая компания, говорит, мы вот тебе устроим, надо уплатить какие-то деньги, бумаги. Я не хочу говорить, что все кидалово, и все кидалово нет. И просто скажу вам такие парочку вещей, чтобы не попасть в просак, и чтобы вас тупо не кинули. Первое, спросить имя компании. Первая компания, которая вы сейчас придете, представительство какой компании. Второе, как называется компания в Израиле, на кого они будут работать. И обязательно попросите рабочий контракт или копию контракта, или что-нибудь, документ, который вам будет говорить, что это и как это. Тем более, если это вдруг на иврите, нет проблем, обращайтесь ко мне. Будет свободное время, обязательно посмотрю, скажу, нормально это или нет. Поэтому не надо верить каждой встречной компании, что вот мы вам устроим, через неделю будешь работать. Не будешь работать через неделю, если ты приедешь сюда как турист. Тупо нет, невозможно, не дадут. Точнее, может быть, дадут, но если словят, все, это жопа. Израиль вам больше не видать. Делайте свой выбор, делайте правильный выбор. Всего хорошего. Пока. С вами был Женя из Израиля. Шалом, миряне.